Сейчас я еду в один из наших реабилитационных центров. Это самый первый, самый такой базовый, самый главный наш дом милосердия, который был построен в 2006 году за такой рекордно короткие сроки, буквально за 7 месяцев в нем уже могли жить люди. И это на самом деле такой легендарный дом, там со всеми условиями. Ну, сейчас мы все увидим. Ну, вот я и здесь. Это один из наших самых, как я считаю, главных домов милосердия. Такой легендарный дом. За 14 таких полных лет существования вот этого дома милосердия сотни, даже тысячи людей обращались к нам за помощью. И многие люди, конечно же, многие люди успешно прошли программу социальной адаптации, вернулись в социум уже такими полноценными гражданами. Конечно же, такая очень хорошая гордость о том, что в лоне нашего служения образуются семьи. Уже, наверное, больше 2 десятков ребят, которые повстречались вот именно в этом Доме милосердия, создали семьи, нарожали детей, организовали какие-то уже успешные бизнесы и продолжают уже влиять на общество со знаком плюс. Вот, к примеру, Александр Утов успешно прошел программу социальной реабилитации в нашем Доме милосердия, повстречал здесь свою будущую, уже теперь настоящую супругу, теперь это прекрасная семья, прекрасные помощники, служители. Еще один такой замечательный пример, это мой один из основных помощников Вячеслав Шикунов, который тоже однажды, несколько лет назад, приехал с Подмосковья, с города Домодедово, абсолютно разрушенный, никому не нужный. Приехав в наш Дом милосердия, самое главное, встретился с Богом, а потом повстречал свою уже ныне вторую половинку, супругу Татьяну. Прекрасная семья, прекрасная служительская, как говорится, ячейка. И также помогают мне влиять на людей, которые приходят и обращаются к нам за помощью. И наш путь с Ириной начался в этом служении «Независимость». Вот с этой самой комнаты, конечно, тогда все выглядело намного скромнее и проще. Нам ребята на заднем дворе выстрогали деревянные 2 кровати, на которых мы и начинали свою совместную, так скажем, семейную жизнь в служении «Независимость». Да, вот так тогда лидер служения выделил нам эту комнату как для семьи. И здесь начиналось наше восхождение, так скажем, в служении. Когда мы с Ириной стали руководителями служения «Независимость», мы жили в этой квартире, где сегодня уже, так как мы переехали в свое жилище, живут наши помощники Вячеслав с Татьяной. А до нас в этой квартире жил основатель служения «Независимости» в городе Тольятти, сегодня старший пастор, епископ Анатолий Гельманов, который очень сильно, кардинально повлиял лично на мою жизнь и на тысячи жизней ребят, которые обращаются к нам за помощью. В Тольятти я попал в начале февраля 2004 года, приехал учиться в библейскую школу. И я очень ярко помню свое первое впечатление от города. Мы ехали из Самары в автобусе, это был холодный, это промерзший вообще насквозь старый Икарус. Не знаю, сколько ему лет было, он был явно старше меня намного. И когда мы въезжали в Тольятти с обводной дороги, первое, что я видел, во-первых, февраль, промозглый автобус, это было уже поздно вечером, где-то, может быть, 9 часов вечера, но уже было темно, и вдруг открывается вот такая апокалиптическая картина, химзавод тольяттинский, факела сжигается, попутный газ, клубы дыма, пара, все это подсвечивается какими-то
нелепыми лампами, фонарями, прожекторами. В общем, какой-то кадр из «Безумного Макса». Что первое впечатление был некий такой эстетический культурный шок, который не прошел со временем, потому что как раз февраль в Тольятти знаменовался тем, что огромные отвалы снега были вдоль дороги. Снег здесь никто не вывозил, просто грейдировался в сторону вместе со всей этой грязью, с бутылками, окурками и огромные груды снега вдоль дороги грязного. Все это настолько было, казалось, неухоженным, каким-то нежилым не для людей и подавляющим абсолютно для меня. Но я четко понимал, что мне надо здесь быть, что это такой сезон моей жизни, в который меня 100% Бог привел. И я думал так, что несмотря на то, что город так выглядит, меня все равно интересуют люди, которые в нем живут. И я приехал для того, чтобы им служить, быть с ними рядом. И впоследствии, конечно же, мое мнение, как и картинка города, менялось. Но вот на тот момент, 2004 год, февраль, начало февраля, для меня это был на самом деле стресс. Потому что Красноярск был ухоженным, красивым, необычным в своей архитектуре, неоднородным, не похожим друг на друга. Но Тольятти, конечно, произвел на меня такое мрачное, подавляющее, мое сознание, вообще такой мегаполис. И правда, для меня это был некий стресс. То, с чем я лично столкнулся, начиная работу с наркозависимыми в этом городе, это мнение наркоманов, которые говорили: нам не нужен никакой Бог, мы знаем, как забирают силой в подобные реабилитационные центры, мы не хотим вообще ничего общего иметь ни с церковью, ни с Богом, ни тем более с христианскими реабилитационными центрами. Это была, наверное, основная трудность — поменять имидж, потому что я лично знал другое мнение, я знал другую сторону. То, с чем я столкнулся, в этом не было никакого насилия, в этом не было абсолютно никакого принуждения, унижения и, конечно же, не было денег. Все, что мне дали, это было бесплатно. Все, что с меня взяли, это просто мое желание. Никакого принуждения к наемному труду или каким-то обязательным финансовым взносам с моей стороны. Никто ничего подобного не требовал, и поэтому потребовалось какое-то определенное время, чтобы поменять мнение ребят на улицах о том, что христианский реабилитационный центр может и должен выглядеть по-другому. И также бизнес-сообщество, оно не очень привыкло вкладывать какие-то средства в то негативное, абсолютно мерзкое явление общественное, как наркомания. И пришлось много трудиться, работать с бизнес-сообществом, чтобы донести, что, по сути, там мы трудимся с чьими-то детьми. Просто они немножко выросли, и в их паспортах уже другие цифры. Но это чьи-то дети, которые, к сожалению, выпали вот из социума, попали в эту беду. И потребовалось много лет, чтобы сменить полярность отношения к этому явлению. И при всем понимании, что это действительно большое социальное зло, и наркоманы не несут ничего разумного, доброго, вечного в общество. Но при всем при этом это чьи-то дети, это живые люди, которые нуждаются в нашей совместной поддержке. И, наверное, два таких момента, которые можно назвать некими трудностями, с которыми нам приходилось сталкиваться. С органами власти, с силовыми структурами. Мы просто шли на диалог, мы пытались быть максимально конструктивными и прозрачными со своей стороны, о чем говорит как минимум тот факт, что за 16 лет нашей работы к нам не было выдвинуто со стороны силовых структур никаких претензий в плане нарушения закона. Да, были какие-то недочеты в организационных моментах, со стороны сотрудников МЧС была коррекция, но она была разумная, она была в рамках более помощи, нежели попытки как-то нас убрать с этого поля деятельности. И разного рода непонимания, они просто убирались путем диалога конструктивного, встреч, разъяснений.
И самое главное, еще раз повторюсь, это наша максимальная открытость, она помогает тому, что диалог продолжается, к нам относятся как к уже зрелой такой структуре, которая помогает ребятам выйти из вот этих трудных жизненных обстоятельств. Когда я попал в реабилитационный центр, в христианский, в Красноярске это было, там очень много и каждый день упоминалось имя Рита. Все говорили Рита, Маргарита. Она была основательницей этих сетей реабилитационных центров в 1997-1998 году. Она начала этот труд, эту большую работу в Сибири. И я каждый день слышал о ней. И в течение нескольких дней, может быть, я был удивлен, что постоянно отсылались к ее примеру. То есть, а вот Рита так учит, а вот Рита так показывает, а вот Рита так жила. Это был уровень такой, знаешь, разговор о легенде о какой-то, которая вот с нами здесь вот обитает. И спустя вот несколько дней буквально Рита приехала в наш реабилитационный центр, где я находился. И меня поразило то, что она спросила меня лично, как у тебя дела. Ей было, и я понял, что это не просто какая-то проформа, часть культуры, этикет какой-то. А я увидел, что ей действительно важно, как у меня дела. Она действительно спрашивает это с полным отчетом в своем сердце, что для нее это важно. Меня поразило, что человек, который имеет дело с сотнями людей каждый день, и у него в сердце вдруг нашлось место для какого-то абсолютно неизвестного ей парня, который только что попал в реабилитационный центр, и она интересовалась моей жизнью. Это то, что не то чтобы подкупало, это шокировало, это просто перевернуло весь мой мир, потому что, к сожалению, за последние несколько лет до моего спасения я не чувствовал к себе такого чуткого внимания. Потому что даже со стороны мамы я понимал, что ее боль и ее чувства ко мне, они могли вытеснять в каком-то моем понимании то сострадание или, наверное, желание интересоваться моей жизнью, потому что я выжег действительно своим образом жизни, своей наркоманией все, наверное, доброе, светлое, что мог в сердце моих родителей. Но я понимаю, конечно же, мама меня любила и желала мне всего самого лучшего, но из-за того, что вот такая проблема была в нашем доме много лет, наверное, я сам уже перестал чувствовать, что я кому-то важен и кому-то нужен. И вот вдруг во мне вот это вот пробудили понимание, что я нужен, что я важен, что я личность, что у меня есть какое-то будущее место на планете. И вот Маргарита, она это очень ярко демонстрировала. То, что каждый человек важен и нужен, что мы не живем статистикой, мы не набираем какие-то плюсики, бонусы, статусность. И то, чем я стал жить в Тольятти, и наш слоган, который здесь родился, что жизнь человека как капля в море. И мы не хотим, чтобы общество высохло, теряя каплю за каплей. Я пришла к наркотикам я через знакомство со своим мужем, с первым, вот, потому что он был наркоман, с 73-го года употреблял. Вот, и как-то так вот раз я попала в зависимость. Ну, вот через то, что я была в зависимости, понятное дело, что это преследовало законом, я попала в тюрьму один раз, потом второй раз, там дубль 2 был. Вот. И уже когда я последний год мне оставалось сидеть, как раз в тот момент, когда я уже, на самом деле не видела выхода, потому что я как в водовороте палка крутилась, где-то какие-то осознания, понимания были, что у меня ребенок, и что я должна остановиться, сил вот внутреннего резерва вообще не было на это. Я думала, лучше мне вообще не жить, чем жить и с тем же, что, собственно говоря, я прожила вот все эти годы. Вот, и я уже старалась, несколько делала попыток закончить жизнь самоубийством. И вот в один из дней к нам в колонию приехали миссионеры, которые говорили о Христе.
Вот. Я пошла смотреть на них как на диковинку, просто посмеяться над монахами вообще, поглумиться. Думаю, ну как вообще можно верить в Бога, когда то, что дьявол есть, это 100%, то, что есть Бог, это, ну, потому что если бы Бог был, ну, он бы не допустил вот столько трагедий в моей жизни, сколько на тот момент я уже пережила. Потому что я похоронила и маму, ну, я не хоронила, а просто за этот период убили маму и отца убили, когда я села во второй срок. И все забрали, а я осталась просто бомжом. И когда я пришла, нам раздали книжки, ну, я пришла в отряд, начала читать эту книгу «Мир с Богом», и я там встретилась с такой мыслью, что Иисус умер за грешников, то Иисус оправдал грешников. И я начала над этим размышлять, и вот с нетерпением ждала наступления следующего воскресенья. И такое впечатление было, как будто я на свидание шла в это воскресенье. И, ну, на самом деле так и произошло, потому что это было мое свидание с Иисусом первый раз, когда я с ним встретилась, потому что приехал миссионер Рея по национальности фин, который занимался служением для вот людей, которые реабилитацией, кто сидит в тюрьме. У него у самого был пожизненный срок, он отсидел 13 лет, и его сверхъестественно просто оправдали, ну не оправдали, потому что просто его отпустили после того, как он сказал Богу, что если ты сделаешь что-то, чтобы я оказался на свободе, я буду служить таким же, как я сам. И то есть этот человек, когда молился за меня, он после моего покаяния, он сказал такую вещь, что ты будешь той лампадой, которая горит для таких же, как ты. Ну, собственно говоря, вот эта вот мысль, вот эта фраза, она стала для меня как путеводная звезда, она стала для меня как пророчество всей моей жизни, согласно которому я жила, держалась и понимала, что это путь, направление мое, что мне служить таким же, как сама. Вот. Но в тот период, когда я сидела в тюрьме, после моего покаяния, меня настолько захлестнул вот это вот Дух Святой, вообще вся вот эта вот сфера царства. Во-первых, я крестилась Духом Святым, совершенно не зная, о чем это, не из какой теологии, а это из личных переживаний. Затем много чудес, знамений было, вот пока я сидела в колонии, потому что там даже было одно воскресенье цыганки. Было очень много интересных моментов, которые можно взахлеб рассказывать. И, в общем, мысль такая, что я видела, прямо в видениях видела множество народу, которые спасены, которые через кровь Христа обрели вот это спасение. Потом я, когда освободилась, момент был сложный для меня, потому что, все-таки я знала, что такое в тюрьме уверовать и, жить в этой вот внутренней свободе, как жить за пределами этого, как я выйду за заборы, когда у меня, предоставится физическая свобода, как я смогу это все сохранить внутри себя. Но, собственно, большого труда не нужно было, потому что это очень глубоко было. Я не могла реально вот так вот там, чтобы с Богом как-то. Даже когда я попала к родственникам жить, мне стало тесно от того, что они неверующие. Я пошла жить в более худшие условия, там вообще на панцирной сетке спать. Но я пошла туда, где там, предполагали сделать реабилитационный центр для тех, кто выходит из тюрьмы. И, в общем, я там жила, находилась, работала, попала по благодати в миссионерскую школу, где учили служителей детского служения. Вот. Потом, в общем, Бог так сделал, что я одна из всех вот этих вот ребят, которые учились там, попала на миссию в город Канск, и там реализовывала то, что я получила, открыла центр для беспризорных детей, то есть сделали там, начали эту работу, служила по приемникам-распределителям, проповедуя детям Евангелие, которые, не совсем таким вот благополучным. И потом, в общем, когда я приехала после Канска в Красноярск, я попала в церковь, где было служение «Доверие, триумф». Это какая-то американская программа. Вот. Она не вписывалась в мое воображение, но тем не менее я встала в послушание, какое-то время находилась под служителем. Потом служитель пошла по карьерной линии выше, и меня сделали служителем нарко- и алкозависимых. И тут уже я смогла реализовать то, с чем
чем со мной Бог делился. То есть я понимала, если я через свидетельство могла обрести свободу, то таким же образом, свидетельствуя кому-то, люди точно так же могут обрести свободу. Была идея написать эту брошюрку. Издали брошюрку с моим свидетельством. Она разлетелась по всему городу, потому что ее, где возможно, только кидали во все ящики. Ну и суть в том, что в этот период было уже много тех, кто хотел этим заниматься и видел, что на этом можно делать деньги. Я попала в одну там не совсем чистую структуру, где женщина на этом реально хотела делать деньги. Собрала мам таких и служителей администрации, еще каких-то, в общем, мажоров, как мы называем, да. И, просто с них деньги имела, ничего не давая взамен, просто одни обещания. И тут она пригласила меня, чтобы я, как, единственная наркоманка из всех, кто спасся, я могла об этом свидетельствовать. Я не знала, свидетельствовала, в общем. Потом, когда я поняла, что это за организация у нее, я сказала, это вообще неправда и неправильно, потому что мы даром получили спасение и даром говорим о том, что Бог спасает просто так. Но на этом собрании, это было судьбоносное собрание, не собрание, как это называется, сходка там. Там находилась женщина, она пришла поддержать подругу, у которой сын был наркоман. И, в общем, эта женщина, мы с ними познакомились в дальнейшем, начали поддерживать связи. И, в общем, эта женщина изъявила желание в дальнейшем нам помочь, когда уже, в общем, я начинала свидетельствовать, ребята приходили ко Христу, мы приезжали на квартиры, молились за ребят на квартирах, потому что центра не было у нас тогда. Просто они получали освобождение от абстиненции, естественно, это толкало их еще больше верить, потому что каждый героиновый зависимый знали, что это как минимум месяц ломок и непонятного состояния. А тут они спали, ели на следующий день. То есть и Бог, и мы просто мы целыми днями находились вместе, мы ходили на столбы, мы ходили в разные походы, мы все время там, я еще научилась на гитаре славить Бога, мы там пели постоянно, все доходили до такого безумия во Христе, именно в этой эйфории. В общем, потом родилась мысль, все равно, мы поняли, что мы теряем людей, потому что когда они уходят, они, дома соприкасаются с какими-то ассоциативными вещами, там ложка, в которой варили, или еще что-нибудь, и это их толкает опять. В общем, эти колодцы. И мысль пришла, что надо, наверное, такой резервуар, где бы мы могли долго напитываться Богом, читать Библию, менять мышление, и чтобы они точно так же начинали свидетельствовать. Я понимала, что когда они свидетельствуют, это их укрепляет. И мы организовали, эта женщина сняла нам на 3 месяца квартиру, мы туда, первых наркоманов забрали. И, в принципе, опыт удался, потому что квартира моментально наполнилась, то есть так все разлетелось, молва по всему этому району, начали приходить, даже мест не хватало, нам пришлось снять 2-ю, 3-ю квартиру, в общем, где-то 4 квартиры у нас было за раз, и плюс еще загородный дом, который мы тоже потом в перспективе построили, и там у нас тоже был центр. То есть одновременно где-то около 100 человек. Это служение насчитывало где-то до 300 человек, то есть это были люди, которые горели вообще. И причем эта первая квартира, которая у нас была, в основном оттуда разъехались все сейчас пасторами. То есть это уже где-то, наверное, 4 или 5 городов, где служат те, которые были там первые на реабилитации. Также сегодня еще в моих планах заехать еще в один из наших реабилитационных центров, который находится буквально 18 километров от города Тольятти, село Верхнее Санчелеево. Когда мы уже не смогли вмещать в нашем основном базовом доме людей, мы получили откровение построить еще один дом для людей, которые попали в трудные жизненные ситуации. Кстати, это с Ириной был наш экзамен вхождения в служение. Я помню, как пастор Анатолий, где-то год, по-моему, 12-й был или 13-й, позвал нас к себе и говорит: вот, ребята, вам фундамент, и сдавайте экзамены, как говорится, добро пожаловать в клуб, стройте
реабилитационный центр «Сами», где вы проверяете свою веру, свое посвящение. Вот так вот мы и начали сдавать свои экзамены. И также менее года нам потребовалось, чтобы зайти под крышу и чтобы люди уже могли внутри дома проходить программу социальной адаптации. Тоже были разные интересные моменты. Сегодня моим помощником в том доме, лидером, является Михаил Сологуб. Тоже прекрасная семья, которые также познакомились в лоне нашего служения, встретили друг друга, женились, организовалась семья. Сегодня у них 2 детей. Сегодня они служат людям, являются руководителями внутреннего всего служения Верхнего Санчелеева. И слава Богу! В этом доме порядка 40 ребят адаптируются к новой жизни без употребления психоактивных веществ. Для этого нами созданы все условия для комфортного пребывания. Как вы можете заметить, на доме нет решеток и замков. Здесь люди находятся абсолютно добровольно. В этом году закончили строительство новой бани и ввели ее в эксплуатацию. То есть созданы максимально все условия, чтобы люди, обратившиеся к нам за помощью, могли вернуться в социум полноценными гражданами. Кстати говоря, Михаил является мастером спорта по пауэрлифтингу и мастером спорта международного класса по жиму штанги с прохождением допинг-контроля. Это был, я думаю, 98-й год, 1998 год, так давно это уже было. Я в силу того, что был наркозависимым и, естественно, совершал преступление, я оказался в тюрьме, и так как здоровье было полностью разрушено наркотиками, я оказался не просто в тюрьме, а в тюремной больнице однажды. И вот, находясь в этой больнице, я четко понимал, что диагнозы, которые озвучивал мне мой доктор, пряча глаза в стол, они ни к чему хорошему в перспективе не приведут. И наблюдая за теми людьми, которые находились вместе со мной в этой палате, камере, как угодно ее назови, и видя то, что они умирают, каждую неделю кто-то из них умирал с подобными диагнозами, как у меня, я, в принципе, понимал, что жить осталось недолго. Это впоследствии я узнал от моей мамы, что врачи оставили мне 60 дней жизни, максимум 90. То есть это были необратимые процессы, что печень и почки, они просто отказались дальше существовать. Все было настолько критично. Я это не понимал, я это чувствовал. Я не имел об этом информации, кроме того, что видели мои глаза, что люди умирают. Каждую неделю кто-то умирал с подобными диагнозами. И вот я однажды смотрел в окно, и там сквозь вот эти плотные решетки было видно, во дворе этого заведения тюремного было видно часовню. И насколько я мог, естественно, я вырос в Советском Союзе. Я застал Советский Союз и время перестройки, и 80-е годы, вся эта смена, абсолютная смена направления, курса развития страны, и потом эти лихие 90-е, это смутное время. Конечно, какое понятие о Боге у меня было, какое понимание о вечности, кроме моих размышлений с самого детства. А что дальше? А зачем я живу? А что за звездами? Та вот простая философская нить, которая, мне кажется, у каждого человека, она в той или иной мере прослеживается. И вот, глядя на эту небольшую часовню лагерную, я задавал, наверное, себе, но сейчас я понимаю, что это был вот мой простой, нелепый, без абсолютного осмысленного какого-то понимания, как это делать, такой диалог с Богом. А зачем? А за что? Почему вот я, тот человек, который в принципе не мечтал о том, чтобы так закончить жизнь, так вот жить, вести такой образ жизни, вот эта борьба внутри, понимание, что так не должно быть, и осмысление того, что ну вот так есть, это ты такой, ты наркоман, ты преступник, ты негодяй, который получил по заслугам и находится сейчас там, где должен находиться. Я вот смотрел на эти купола, один там купол был, на этот крест, и размышлял. И
по-простому, наверное, если сказать, я молился, наверное, вот так вот в разуме. Попросил принести мне Евангелие. Мне принесли Евангелие из этой часовни. И я начал читать Евангелие. Абсолютно ничего, конечно, не понимал, но понимал, наверное, где-то внутри своего сердца, что это единственное, за что я могу сейчас зацепиться. Библия говорит, как уверовать, если не будет проповедующего. Вот проповедующего не было. Но была вот Библия у меня в руках, был этот Новый Завет. Я его читал как мог, молился внутри себя как мог. И невзирая на все мои диагнозы, по какой-то причине я не умирал. Я не умер ни через месяц, ни через 2, ни через 3, ни через полгода, ни через год. Этот путь вот с того момента, когда я, наверное, внутри себя, внутри своей гордости какой-то сломался в сторону того, что мне нужно искать помощи у кого-то сверхъестественно, кто над миром и всем, что происходит в нем злого. И до момента моего обращения прошло 3 года, прошло почти 3 года. И вот в 2001 году, в очередной раз освободившись из тюрьмы, в очередной раз опять усевшись на наркотики, я лежал уже в очень плохом состоянии в наркологической больнице, в одном из наркологических отделений в Красноярске. И, по сути, я был таким зомби, абсолютно социально падшим человеком, разрушенным, настолько неадекватным вообще в своем поведении, что даже лечащие врачи, проведя консилиум, они согласились с тем мнением, что я бесперспективен к излечению, исходя из моего наркостажа, который занимал в общей сложности лет 13, наверное. Но на всем этом была какая-то рука Божья 100%, потому что меня взяли в эту больницу через знакомство моей мамы с одним из ведущих специалистов в наркологии, которая также, глядя на меня, она понимала и говорила об этом моим родным, что будущего и перспективы, кроме смерти, у меня никакой нет. И вот, находясь в этом отделении, ко мне пришли как раз проповедующие. Ребята из служения Маргариты и Сергея Сенокосовых, они каким-то образом добивались этого расположения персонала, и им разрешали входить в эти закрытые отделения, потому что там решетки, все очень серьезно, потому что наркоманы психически неуравновешенные люди, и им нужно какое-то ограничение в какой-то мере для движения, для перемещения, ради их же блага. И вот эти ребята, они приходили к нам и начинали говорить о том, что Бог есть, что Он нас любит, что есть вот такие вот реабилитационные центры, бесплатные, в которых не заставляют тебя работать на кого-то, в которых ты можешь жить, сколько тебе нужно времени до того момента, пока ты будешь способен вернуться в общество нормальным, адекватным, социализированным членом этого общества, гражданином Российской Федерации. И я удивлялся, я был поражен той простоте, с которой они говорили, открывая Евангелие, они говорили, вот смотри, у тебя проблемы не в том, что ты наркоман, а проблема в том, что ты человек, который рожден на земле в грехе. Меня это шокировало. И если ты оставишь свои грехи, то Иисус Христос, Он поможет тебе, Он даст тебе новую жизнь. И я был шокирован, как у меня может быть новая жизнь и все еще потеряно. То есть то, о чем я где-то в глубине души еще не забыл мечтать, другой жизни, чистой, светлой, благородной, что меня всегда подкупало благородство именно в человечестве. Я любил все эти романы, очень много читал всех этих исторических романов, которые связаны были с той культурой, которая была в то время, с благородной частью общества, с людьми высокого духа. Меня это очень сильно подкупало. Но глядя на то, что происходило вокруг, 90-е годы, начало нулевых, о каком благородстве может идти речь? То есть страна летит в тартарары, люди просто выживают, бандитизм, все это процветает, наркомания, проституция. То есть зло шагает во всей своей мощи, которую можно только придумать. И вот мне говорят, что это возможно. Это повергло меня в шок. Конечно, поначалу я крайне негативно их всех встречал, потому что просто я был одержимым полностью человеком и очень сильно разрушенным внутри себя. Конечно, я и ругался на них, и прогонял их.
Но вот те их простые молитвы, то простое желание мне помочь, оно что-то сломало внутри меня. Конечно же, не без Божьей помощи, абсолютно. Это все делал Он через них, и кроме них, конечно. Но я понимал, что вот зачем я им нужен, и как меня можно любить. Они мне говорили: мы тебя любим, мы хотим, чтобы ты изменил свою жизнь, и Бог тебя любит. И вот однажды я поймал себя на мысли, что я лежу и плачу, просто без звука, у меня текут слезы от осознания того, что как так меня Бог любит. Вот такую тварь, такого получеловека, уже ближе к животному, наверное, мое состояние было, ничего святого, я готов был через все перешагнуть ради наркотиков. И вдруг Бог меня любит. Я вот лежал и плакал от простой такой мысли евангельской. Бог любит тебя. Это то, что в Иоанна 3,16 написано. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал своего Сына единородного, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И я лежал, и вот этот текст внутри меня, он поражал меня. Меня любит Бог. И меня любят еще какие-то люди. Эти странные ребята, от которых пахло свободой. Вот я смотрел в их глаза, и я понимал, они такие же, как я. Я смотрел на тех, кто мне проповедует, и я понимал, они такие же, как я. Кожаные куртки, кожаные кепки, железные зубы, татуировки. Они еще не были изменены внешне, но внутри них жило что-то, что поражало меня своей глубиной, простотой и чистотой. Это то, что впоследствии, я понял, называется святость, которую дает нам Бог. Но на тот момент я не понимал, что не так. Вот они внешне такие же, но они улыбаются, они светятся. И они абсолютно свободные люди. Я это чувствовал, я это переживал. И я этого очень страстно захотел. Очень страстно захотел. Настолько захотел, что я стал их ждать. Каждый раз, когда они приезжали, они 2 раза в неделю приезжали, я просто убирал из почтения к ним, к их образу жизни, я убирал сигареты, я выгонял из палаты всех, кто не собирался слушать, кто хотел насмехаться, я их просто прогонял, закрывал двери, и целый час я слушал, что они мне говорили из Писания, что они мне говорили о своей жизни, какие-то свидетельства чудес Божьих, которые в их жизни были. Я пропитывался вот этим осмысленным уже началом пути к моему обращению, к моему христианству. И вот спустя несколько недель я попал на богослужение в протестантскую церковь, где я осознанно отдал свою жизнь Иисусу Христу, вручил ее Ему в руки и доверил Ему свой дальнейший путь, попросив у Него ту обещанную Его же словами в Библии новую жизнь, другую жизнь. Как Библия говорит, теперь мы новое творение во Христе Иисусе. Все древнее прошло, теперь все новое. И вот уже без малого 19 лет я живу другую жизнь. Не ту жизнь, которую я себе придумал или додумал, или исправил. Есть жизнь до 24 октября 2001 года. И есть жизнь новая, которая началась 24 октября 2001 года. Я родился заново. Это не то, к чему привела меня моя измененная философия жизни. Это то, что произошло абсолютно сверхъестественно, и это демонстрируется сейчас моей жизнью. Но, конечно, вся слава Богу. Наше первое знакомство с Анатолием состоялось в городе Красноярске. Я тогда жила в репцентре, служила там, и мы периодически ходили, проповедовали Евангелие по разным больницам. И однажды мы пошли с одним братом в краевой наркологический диспансер, и в одну из палат мы встретили Анатолия. И я помню первый вопрос, который я задала ему: веришь ли ты в Бога? И ответ, знаете, таким был маленько двояким. Надо подумать. Мы проповедовали ему, пригласили его на наше собрание. У нас тогда были такие служения, оно называлось «Доверие и триумф». И суть этого служения была в том, что люди, которые были в зависимости раньше, они рассказывали, как Бог их освободил. И Анатолий пришел на одно из таких служений. Я видела, как Бог прикоснулся к нему, как он получил свободу, и после этого он
поехал в репцентр. И очень быстро он стал лидером. Я видела, как Бог его поднимает. И что меня впечатляло в нем, что вот это вот, знаете, внутренняя какая-то неугасимая страсть к Богу, вот эта внутренняя любовь такая. И знаете, и вот эта вот любовь, она выражалась во всем. В том, что он мыл посуду, в том, что он туалеты мыл, в том, что он варил кашу на кухне, в том, что он просто служил людям. И когда ты смотришь, как Бог прикасается к человеку и как он меняется, это приносит такую внутреннюю радость вообще. И на сегодняшний день, что меня впечатляет в Анатолии, человек, уже будучи епископом, пастором, имея такое огромное служение, успех имея, он не потерял эту страсть, он не потерял вот этот внутренний огонь. И знаете, человек определенного уровня уже, уважаемый, и у него вот это вот осталась, вот эта вот простота, доступность такая. И на сегодняшний день, может быть, многие люди, смотря на его служение, на его успех, они задают себе вопрос, а получится ли у меня так, смогу ли я так? И мне нравится, как Анатолий, он говорит, что в моем служении потрудилась благодать. Это не я, это благодать. И я думаю, если человек уцепится за Бога, и человек позволит Богу вот вложить в него вот эту внутреннюю страсть, вот этот внутренний огонь, то благодать, она сделает все. Все получится. В начале своего христианского пути я был поражен тем состоянием, которое в человека вкладывает Бог. Это, наверное, называется мечта в общечеловеческом понимании, но она настолько имеет такие реалистичные абсолютно очертания внутри тебя, и ты понимаешь, что ты не просто мечтаешь о чем-то, это некая картина твоего, абсолютно твоего будущего. То есть ты точно знаешь, что ты можешь туда прийти благодаря своей верности и тем новым принципам жизни, которые ты получаешь от Господа. И я помню, как все начиналось с каких-то банальных вещей, от отсутствия куртки, которая тебе нужна, и ты понимаешь, что теми путями, которыми ты раньше приобретал куртку, ты уже не пойдешь. Я уже не преступник, и, к сожалению, я не могу сейчас, исходя из того, что я еще строю свою новую жизнь, пойти и просто бросить все, бросить свои убеждения, бросить свое призвание, бросить свою ценность в служении людям и пойти просто заняться бизнесом или устроиться на работу. Хотя предложения были очень яркие. Яркие настолько, что мне предлагали доходность, измеряемую 6 нулями в течение года, должности в бизнесе и разные другие ситуации, в которых я был по-хорошему, по-человечески, наверное, искушен, потому что служить ребятам в реабилитационном центре – это не значит осыпать себя какими-то социальными благами. Наоборот, это значит, что ты максимально лишаешься того, что можно назвать прибыль, прирост, устройство твоей жизни, потому что тебе приходится постоянно отдавать другим абсолютно незнакомым и в большинстве своем и неблагодарным людям, но это крест твоего призвания, это крест твоей судьбы, и это часть твоего христианства. И я помню, как мне приходилось верить за зимнюю куртку, что вот у меня будет куртка. И я помню, как я просил у Бога возможность заработать на эту куртку, но чтобы не пострадало никак мое служение. И я помню, ночами я делал какой-то где-то ремонт, чтобы заработать себе на эту куртку. Я понимал, абсолютно понимал, что это Божья забота обо мне, что ко мне приходили эти возможности, я мог оставаться в служении, но мог заработать себе на какую-то зимнюю куртку. Я не мог представить себе, что у меня будет хорошая жизнь, устроенная семья и так далее. И приходилось фантазировать, приходилось реализовывать
какие-то странные переживания, мечты, эти образы внутри себя, используя подручные средства. До смешного доходило, я ставил 4 табуретки и воображал, что это автомобиль, и открывал сигнализацию ключами от квартиры и садился, и предлагал кому-то кататься в этом воображаемом автомобиле. Это выглядело, конечно, смешно. И люди, которые не понимают, что такое мечтать с Богом, для них это кажется странностью. И, конечно же, были такие, кто считал это странностью, но я понимал, что это то, что живет внутри меня. Это не смысл моей жизни. Сейчас я понимаю, что Бог просто показывал, что в моей жизни все будет хорошо. Несмотря на то, что у меня нет зарплаты, у меня нет какого-то бизнеса, у меня нет каких-то серьезных источников финансирования. Я просто служу, я делаю это добро, я помогаю таким же, как я. И вот спустя годы, когда я смотрю на свою семью, на свой дом, на какие-то вещи, к которым людям прийти было сложно, и многие даже не могут к этому прийти, и, к сожалению, наверное, даже в течение жизни к этому не смогут прийти. Я получил все это действительно сверхъестественно. Бог позаботился, Он каким-то образом все это выстроил. Я продолжаю делать то же самое. У нас до сих пор абсолютно те же принципы, которые были уже без малого 20 лет назад, с которыми я столкнулся в служении Маргариты и Сергея Сенокосовых. Мы делаем это абсолютно бесплатно. Мы не заставляем никого работать, чтобы наше служение было обеспечено. Мы продолжаем демонстрировать абсолютную свободу входа и абсолютную свободу выхода. У нас принципиально в дверях даже нет закрывающих элементов. Дверь не может в наших домах милосердия быть закрыта для выхода людей и для входа. Ну, конечно, материальные ценности какие-то мы где-то в отдельных помещениях запираем, но вход и выход должен основываться только на абсолютном свободном решении человека. Менять свою жизнь, либо отказаться ее менять и вернуться к прежнему образу жизни. И мы делаем это, может быть, не имея огромного потока благодарности или какого-то абсолютного понимания со стороны людей или общества, но это наш крест, это наш выбор. Мы понимаем, что этот путь служения, который определил для нас Бог, и мы абсолютно убеждены в том, что Его забота, она проявится, пусть спустя годы. В этом мы и понимаем в своем христианском пути, что вера – это не просто изменение сознания или какого-то философского нового пути, где ты читаешь Библию, говоришь библейские фразы, посещаешь храм, декларируешь какие-то новые ценности. А вера, она имеет сверхъестественное начало и сверхъестественный конец. То, что проявляется в нашей жизни, это делает либо человек с участием Бога. И когда Бог участвует в жизни человека, это всегда несет в себе что-то сверхъестественное. Иисус Христос сказал: ищите прежде Царство Божие, все остальное вам приложится. Это сложно вместить, не имея той глубины веры в сверхъестественного Бога. Но когда ты это вмещаешь, в процессе все это проявляется, и это становится для всех очевидно. И, конечно же, люди, которые не имеют такого глубокого понимания, не только библейского, но и христианского, глубинного понимания, как же это все происходит, им кажется, что во всем этом есть какая-то более естественная подоплека, какие-то скрытые бизнесы или скрытые источники финансирования. Но на самом деле это не так. Потому что если бы это было так, на этом бы давно поставили точку соответствующие структуры. Но зная нашу прозрачность и видя абсолютную открытость нас как части общества, у людей, конечно, возникает вопрос: а откуда же тогда появляется у вас то, что необходимо для жизни? И вот здесь мы говорим, это все дал Бог. Объяснить это очень сложно, потому что ты не можешь сказать, вот 1 + 1 = 2 где-то в духовном мире, потому что там могут происходить абсолютно другие исчисления, и Бог может действовать и действует вопреки нашей логике. И я вижу руку Божию уже 19 лет. И до этого я ее видел, как Он сохранял мне жизнь, как Он меня вел, несмотря на все мое противоположное Его природе естество. Он продолжал меня любить, продолжал обо мне заботиться, хранить мою жизнь, впоследствии исцелять
восстанавливать мое тело. Напомню, что в 98 году мне оставили 60 дней жизни, на сегодняшний день это уже 22 года обратно. 22 года назад я должен был стать трупом, но на сегодняшний день я далеко не труп, и тех проблем со здоровьем, которые у меня были, у меня абсолютно нет. Это сверхъестественное чудо, с которым соглашаются даже лечившие меня на тот момент врачи, которые, встретив однажды мою маму, удивились тому, что я не просто жив, я еще и чем-то занят хорошим. Они сказали, это абсолютное чудо, это абсолютное чудо. И я знаю, что Бог, Он Бог чудес. И если Он взял жизнь человека и повернул ее настолько в другую сторону, что это иначе как чудом не назовешь, то и все, что должно и будет происходить в этой новой жизни, иначе как чудом я называть не хочу. Сейчас я еду в город Самара. Сегодня у меня запланировано несколько встреч. Нужно заехать в один из наших реабилитационных центров. Также встретиться с пастором Яном Чернобай, с которым мы познакомились, наверное, в 2012 году. Он приезжал в город Тольятти, проводил богослужение. И вот такое мое первое впечатление о нем сложилось. Такой открытый, позитивный парень. И вот уже многие годы мы с ним дружим и общаемся. Он по-прежнему остается таким же открытым, счастливым, дружелюбным человеком. В 2004 году, 31 октября, как сейчас помню, меня привезли из города Югорска, город, в котором я родился, вырос. Потом мои родители развелись, когда мне было 4 годика. Мы переехали там рядом в город, где-то километров 10-12, где, в принципе, я и познакомился вообще с наркотиками. Ну, так глубоко, что это начало радикально рушить мою жизнь. Вот. Были неоднократные попытки как-то поменять. Ну, первые 5 лет, конечно, я никаких попыток не применял, да. То есть меня все устраивало, все достаточно было хорошо, ну, как бы в кавычках, при том, что мои родители об этом узнали. Но через 5 лет я начал понимать, что есть определенный побочный эффект от этого всего. Не то, что даже физически я его ощущал, просто напряг с родителями, напряг в обществе, ну, вообще напряг с людьми и так далее и тому подобное, да. Напряг, у меня не было такого сильного, может быть, напряга с правоохранительными органами, да, но все равно я понимал, что какая-то жизнь куда-то катится не туда, куда бы мне хотелось, да. Вот. Я начал применять попытки какие-то от этого избавиться. У меня в семье на сегодняшний момент, и тогда уже было 2 дипломированных врача, у меня мама медицинский работник, они делали все попытки, чтобы мне помочь, и платные, и бесплатные, и возили меня в разные города, в разные программы на мне экспериментировали, вот. В итоге это ни к чему не привело. Также мои были личные попытки там, да, это все бросить, это тоже не привело ни к какому успеху. Самое большое, насколько меня хватало, это где-то, ну, максимум там, год, несколько месяцев. Но опять же, я говорю, что я не употреблял тяжелый наркотик, внутривенный, да, но я употреблял алкоголь или там легкий наркотик в виде там марихуаны. Вот. Все это, конечно, уже такое приносило какой-то внутренний надлом. И последние 2 года я никуда не ездил. То есть я прямо говорил родителям, не надо тратить никакие свои деньги, не надо делать какие-то попытки. Я не вижу смысла, потому что это не приносило никакого, ну, как бы, успеха или результата в том, чтобы избавиться от наркомании. И на тот момент я общался там с ребятами, один из которых был Вадим Тризна. Ну, у нас, конечно, мы пересеклись на фоне наркотиков, а потом ему через какое-то время диагностировали цирроз печени. Я до сих пор помню этот момент, как он приехал ко мне на работу, просто достал эту справку и просто стоял такой, ну, для меня он какой-то как такой мужик был, взрослый дядька стоит и плачет, и как бы насколько я был там разрушен внутри себя, я говорю, Вадик, я тебе ничем не могу помочь, но, наверное, только Бог тебе может помочь. Это вот буквально то, что я ему сказал.
И через 1,5 года он вообще пропал из вида моей, как бы, я не видел, не слышал о нем. Я знаю, что его положили в инфекционное отделение там, для какой-то профилактики, и все, больше я его не встречал. И у меня начал наступать такой пиковый внутренний надлом. То есть я реально уже вел диалог с Богом. У меня были моменты, когда я просто просыпался, просил Бога мне помочь. Один раз я 2 недели не выходил из дома. Просто я ложился спать в 5 часов утра, смотря телек, да, там, потом спал до обеда. Я вообще не хотел никуда двигаться. То есть я настолько уже был, да, не то, что у меня не было денег там, или еще чего-то, я просто не хотел ничего. Все, я понял, что я не знаю, что делать, а так жить я не хочу. Я начал просить Бога мне помочь. И вот, наверное, в самый вот этот пиковый момент раздался звонок. И на том конце провода был Вадик, который мне просто сказал: если ты хочешь жить, поехали в Тольятти. Ну, мы встретились, он начал рассказывать о Боге, о Христе. Все это очень поверхностно мной было воспринималось. Я об этом слышал, потому что там ребята, которые у нас есть в городе, они меня привозили в церкви, да, они не традиционные, протестантские, там даже на какие-то богослужения. Реально до сих пор помню, была ситуация, когда меня на жестком наркотическом похмелье привезли на служение, ну, позвали на служение. Я отказался быть на самом служении, я говорю, я в конце только приезжу, посижу сзади. И меня привезли на это служение, посадили, и потом ко мне подходили люди, спрашивали там про меня, мне рассказывали, что у меня вот проблемы с наркотиками, кто-то просил помолиться. Я помню, одна пара, я до сих пор, я помню, как зовут ее, эту женщину, ее звали Роза, и ее муж, они там были какими-то священниками или служителями в этой церкви. И они начали молиться на себя, я просто смотрел на них таким тупым взглядом, да, что ну как бы что-то они делают. И они начали говорить, что я буду пастором. Да, это было удивительно. Я это вспомнил, когда меня уже привезли в Тольятти. И все, через какой-то момент я согласился, я сообщил родителям, что вот есть возможность, чтобы уехать в Тольятти, в реабилитационный центр. Конечно, мама говорит, это последний твой билет в обратную сторону, потому что если ты в очередной раз это все не получится, тогда не возвращайся. И вот в 2004 году, 31 октября, Вадик Тризна привез меня в Тольятти. Был у меня один из помощников, его Вадим звали. И в своих каких-то разговорах о своей родине, о какой-то своей жизни, он очень часто говорил о каком-то своем друге по имени Ян. Говорит, он настолько странный, говорит, он всегда с собой кассету Дельфина носил. И говорит, куда бы они ни пришли, в какую-то компанию, в какое-то место, он всегда искал магнитофон, доставал эту кассету, включал ее и слушал Дельфина. И однажды Вадим поехал к себе на родину, я вот почувствовал внутри себя, что ему надо Яна найти, этого. Я понимаю, что это Бог вложил в мое сердце, и у Бога вот этот план какой-то на жизнь Яна, он уже был. И вот я четко понял, что Яна нужно сейчас спасать, привести его в реабилитационный центр. Я говорю, Вадим, ты должен найти этого парня, должен найти его и привести его в реабилитационный центр. Слава Богу за послушание Вадима, он нашел Яна, уговорил его и привез его в реабилитационный центр. Я помню, первый раз его увидел, он какие-то книжки там из машины выгружал, он не очень был рад, по-моему, что его нагрузили этой просьбой. И как-то выглядел странно вообще, ну, дерганый какой-то был такой весь. Но что его выделяло из всех, вот, наверное, какой-то стиль его внутренний. Что-то вот было в нем такое, на что хотелось обратить внимание. И я смотрел, как Бог меняет его жизнь, как он включился в служение, начал готовить, кушать, помогать как-то по служению. И впоследствии стал уже таким ярким служителем, лидером, как мы любим говорить. Я не очень люблю слово «лидер», что в моем понимании это человек, который идет впереди и тянет лямку за большинство. Никоим образом не вождь,
не какой-то диктатор, не раздаватель поручений и так далее. И вот он стал этим служителем ярким, служил некоторое время, помогая мне в служении. И впоследствии у него образовались отношения с Аней, где-то там познакомились, начали дружить, общаться и начали думать о том, чтобы создать семью. И когда они создали семью, я почувствовал, что его место не рядом со мной в служении, а его место в другом городе, и он может начать абсолютно автономное служение, и Бог может через него сделать большую работу. И предложил вот ему поехать в Самару, подумать об этом, помолиться, конечно. Они вот откликнулись на этот миссионерский призыв, оказались в Самаре, вот уже больше 10 лет там. Достойная работа ведется, много ребят спасается, много создано семей, рождено деток. В общем, все, что только может быть славного и чудесного, Бог делает с ними и через них в Самаре. Они замечательная семья, у них 3 деток. Они молодые, красивые, стильные, очень любят Бога, очень любят людей и продолжают все те добрые традиции, которые мы храним уже через меня, хранятся 19 лет, через других ребят гораздо больше. Это то, что вкладывала в нас Маргарита, то, что вкладывал в нас Сергей, ее муж, то, что мы видели в начале своего христианского пути. Мы боимся больше всего это растерять, растратить, променять на какое-то новое веяние, на какие-то новые взгляды. Мы за простоту во Христе, мы за чистоту Евангелия, мы за искренность и, самое главное, любовь. Все, чем мы движимы, это любовь. Любовь к Богу и любовь к людям, которым так нужен и Он, и мы. Ну, наш переезд в Самару, конечно, был уникальным. Ну, во-первых, что этому предшествовало? Этому предшествовал банальный разговор с Анатолием. Это было настолько просто, настолько неярко, настолько это было приземленно и банально, да, когда мы сидели с ним. Он просто спросил: поедешь в Самару церковь открывать? И я сказал: поеду. Ну, как-то у меня, правда, у меня внутри было, такой мотив, да, что я понимал, что это важно, что, как я уже говорил, да, что они для меня необыкновенные люди. И я верю, что Бог действует через них и направляет мою жизнь в том числе. И основным каким двигателем того, чтобы ехать в Самару, это меня было, чтобы... Я очень трепетно отношусь к моим отношениям с Богом. И я понимал, что это укрепит мои отношения с Богом. Да. Я не мог объяснить это, но внутри я это осознавал, внутри это чувствовал. И все. В 2007 году, 7 июля, мы сыграли свадьбу с Аней. И прям со свадьбы мы поехали в город Отрадный отмечать свадьбу. Анатолий с Юлей меня повезли туда, с Тольятти. И вот 7 июля вечером, наверное, в 11 часов уже, когда все закончилось, он же повез нас на съемную квартиру, которую Аня уже заранее сняла, потому что она училась тогда в Самаре. Однокомнатную квартиру с надувным двухъярусным матрасом. Вот. Конечно, все началось с того, что мы начали искать помещение под революционный центр. У этого всегда есть свои определенные нюансы и трудности, потому что люди, узнавая, что в твоем доме будут жить количество там какое-то, да, людей наркозависимых, неохотно на это идут. Это длилось определенное время. Мы расклеивали объявления об аренде, искали там, разговаривали, встречались. И так получилось, что человек, который нам решил сдать свою квартиру, это была 3-комнатная квартира, в селе Георгиевка. Это где-то порядка, наверное, 35 километров от Самары, да. Вот. Нас устроило и то, что нам разрешают, то, что он готов пойти, он лоялен к этим вещам. И цена, наверное, потому что все равно первая трудность, с которой мы сталкиваемся, всегда это экономическая трудность. Это ресурсы, это и люди, и деньги. Вот. Из людей был я и моя Аня. Мы с ней бегали просто по улицам, расклеивали объявления на маршрутках. И также начался
первый франчайзинг, да, он начался у нас в квартире, когда я просто позвонил каким-то предпринимателям, попросил напечатать 1000 объявлений, да, ну, с информацией о помощи нашими контактами. Вот. Конечно, ну, все свои деньги, которые нам подарили на свадьбу, мы положили туда. Ну, кроме там определенной суммы, где-то там, может быть, 25 000 рублей мы поехали, в кавычках, в романтическое путешествие. А остальные деньги, это больше 100 000 рублей, мы вложили в это служение, чтобы его начать. И вот в этой квартире появились первые люди. До сих пор помню, это были 2 человека из самой Самары, парень с девчонкой. Они какие-то даже вместе отношения между собой имели. И ребята, также, которые поехали помогать мне с Тольятти, там несколько человек, они тоже находились в центре. Это был Женя Красноперов и еще 2 я забыл. Ну, так получилось, что потом Женя поехал заниматься центром в другое место, а ребята, они поехали просто как бы устраивать, ну, как заниматься своей жизнью, потому что в этом, ну, может, все они увидели, но я очень благодарен им за то, что они оказали эту помощь нам. Вот. Сталкивались мы, конечно, с разным непониманием со стороны людей. К сожалению, я понимаю, что люди боятся всех этих вещей. Во-первых, непонятно, наркоманы. И в твои мотивы, что ты хочешь помочь, люди не очень охотно верят. Тем более мы не могли бы какой-то результат показать, кроме своего. Да? Ну, через какое-то время мы поняли, что надо регистрировать юридическое лицо. И был зарегистрирован фонд «Независимость». Сейчас дословно не помню. Помню, что октябрь, 2009, может, 2010 года. И, наверное, с этого начался официальный франчайзинг, когда, ну, появились люди уже, ребята, которые пережили свободу, которых Бог освободил, и у них появилось желание в том числе как бы заниматься тем, чтобы привлекать ресурсы для того, чтобы фонд и его деятельность, да, она развивалась и охватить еще больше людей, которым помочь. Ну, несомненно, для меня шаблоном и образцом это был Тольятти, да, то есть наш такой родительский дом, да, и в том числе как образец, и в том числе именно франчайзинга, да, именно вот этой вот структуры, как она работала. Начала формироваться команда, у нас есть прям такие старожилы, которые там 9 лет, как Иван Леонов, да, это человек с самых истоков там вообще именно франчайзинга. И то, во что это сегодня превратилось, и то, чем это было, когда там начиналось все с тем, чтобы какие-то продукты дать ребятам в центр, чтобы они могли там покушать, да, то сегодня это уже целая команда, которая своим трудом, своим служением, мне нравится больше назвать это служение, да, хотя служение, оно в своем значении имеет слово труд. Они привлекли и взаимодействуют уже с сотнями предпринимателей, бизнесменов в нашем городе. И есть постоянные люди, которые неравнодушны. И есть даже люди, которые не хотят, чтобы мы делаем ежегодный официальный отчет о привлеченных и затраченных средствах. Обязательно выставляем это в медиа, даже не потому, что это раньше даже не было требований, да, но мы это делали, потому что мы делаем максимально прозрачными, в том числе в социальных сетях и в личной отчетности перед теми людьми, которые нам помогают. Есть люди, которые просто говорят, мы не хотим, чтобы вы о нас говорили, потому что, ну, это есть в нашем сердце, мы хотим это так оставить. Некоторые, да, на самом деле, которые сами столкнулись с этой проблемой, к сожалению, трагично столкнулись, в их семье погибли дети, да, от наркомании. Но то, что мне больше нравится, что фонд не стал какой-то узкой специализацией, то есть помощи только наркоалкозависимым, потому что те ребята, которые получили свободу, которых Бог реально освободил, и для меня уникально то, что они не просто не хотят, а их жизнь меняется, их мышление меняется, их ценности меняются, их приоритеты меняются. У некоторых появилось сердце помогать не только наркоалкозависимым, но помогать людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. У нас около 9 семей, которым мы ежемесячно оказываем помощь
продуктовую, и экономическую поддержку. И это потому что это появилось в сердце у наших ребят. Потом у нас есть ребята, которые занимаются помощью детям. Есть такой проект, который мы как образец опять же взяли в Тольятти, это клоунотерапия, да, но потому что появился человек, который говорит, в моем сердце есть дети, я хочу им помогать. И, конечно, на это откликнулись тоже люди, которые захотелись в этом участвовать. Сейчас этих проектов очень много. «Собери ребенка в школу», клоунотерапия, помощь малоимущим, помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Если честно, я даже уже сегодня детально все не помню, потому что так как напрямую я фондом не занимаюсь, да, а есть человек, который этим занимается, но их работа на самом деле обширна. Проект Freedom – это для того, чтобы создать буферную зону для молодежи, которая не знает, куда себя деть, потратить свое время. И именно вот в этой буферной зоне, вот этом месте, которое нам предоставило вообще правительство нашего города, да, там, помогло нам, дало нам безвозмездную аренду. Там очень серьезные организации сделали там ремонт, такой хороший ремонт, оборудовали это все, чтобы этим ребятам было интересно. Для чего? Для того, чтобы насадить в них ценности. И когда люди очень такие именитые, которых мы приглашаем, чтобы они общались и насаждали ценности в молодежь, они откликаются, хотя, например, там их час стоит каких-то определенных денег, да, они это абсолютно делают безвозмездно, мы считаем тоже это ресурс и их помощь для нас. Наступил момент, когда служение, вообще работа независимости фонда, она стала такой уже достаточно большой и требовала больше внимания моего, но так как мое основное призвание быть пастором церкви, быть священником и заниматься церковью, заниматься людьми, которые, может быть, никогда в жизни не сталкивались с наркотиками, я понимал, что пришло время передавать. Да? Для меня это было очень трудно, на самом деле, потому что, во-первых, это мое родное было, да, в том, чем я вырос, в том, что я знал, то, что я был как рыба в воде, в котором, служение, которым каждая деталька, да, была мне понятна. Вот. И так получилось, что в нашем служении появился Алексей Спрыгин. Вообще, как он появился в этом служении, я какое-то время, до определенного момента очень часто сам проповедовал, ходил по улицам, и большая часть людей это были люди наркозависимые. И я помню, мне рассказали о них Алексей и его младшем брате. Они жили одни, так как у них родители, мама у них умерла, папа умер еще перед мамой. И они были вдвоем, жили в доме. Это у нас есть такой район Зубчининовка. Я до сих пор помню, как я стоял и проповедовал ему и говорил, что Бог хочет поменять твою жизнь. Поехали в центр. А как раз тогда пик был употребления наркотика такой под названием крокодил. И он так реально выглядел уже такой каким-то, не знаю, почему-то у меня ассоциация осталась, что какие-то пятна у него были. И вот и потом я узнаю, я ему оставил визитку, оставил информацию, узнаю, что он в центре. То есть я уже там не курировал, саму внутреннюю работу очень так глубоко. И все, он находился в центре, и там потом он начал развиваться, расти, начал брать ответственность, стал как служитель, стал помогать там лидеру революционного центра, внутри. И настал такой момент, когда он уже был в штате служителей и подошел ко мне и говорит, я хочу сам, можно я начну центр вот в этом доме, да, где они жили с братом. Я как-то говорю, начни, получится, не получится, да, И у него получилось, там буквально через какое-то время у него уже в центре было где-то 25 или там чем-то человек. Он начал заниматься мебелью, он взял, то, что меня поразило во всем этом, что он экономическую ответственность тоже взял сам. Он очень имел навыки и способности делать мебель, да, и, видимо, как это еще до центра у него была эта сфера его деятельности. Он начал делать мебель, продавать, каких-то ребят обучать, и вот эти деньги они вкладывали вот в этот центр, питали его. Что такое питать 25 человек, да, в месяц? Это нормальные деньги. Платить за свет, да, там, когда 25 человек пользуются.
Вот. И, наверное, вот в этом он начал себя расти, проявляться. И так получилось, что мы уже не умещались в одном доме. Да. Вот Алексей появился, у нас еще даже какая-то квартира была, пока у нас еще не было своего здания. И парень, который занимался революционным центром, он решил им не заниматься. Да. Он оставил служение. И стал вопрос, что кто возьмет ответственность за все. Ну и, конечно, как бы, кроме кандидатуры Алексея, а я верю, это не случайно, да, не было. И я ему предложил взять ответственность за независимость в целом.